Всем привет! Ну что ж, свершилось, и в Big Time можно лутать токены. Стартовал предсезон с лидербордом, также в котором можно лутануть немало токенов. В этом ролике сделаю быстрый мини-гайд, что нужно, чтобы при минимальных вложениях уже начать получать токены. Итак, для новичков, кто впервые играет в начале, всем придется пройти обучение в игре, которое обучит вас, так сказать, азам игры. Поэтому проходим обучение и далее уже переходим к токенам. Смотрите, есть два пути, как начать сейчас уже лутать. Первое и самый быстрый. Заходим на сайт OpenLoot. Если ваша страна в блоке, то используем VPN. Список стран в блоке оставлю в описании. В поиске пишем Hourglass. И тут выбираем часики, в которых уже есть минуты. В общем, ищем там, где больше минут, и те, что дешевле. Чем больше минут в этих часиках, тем дольше вы сможете лутать токены. И, естественно, при покупке жмем Creator код Архангел, жмем Apply. По этому коду вы участвуете в специальном розыгрыше на Mystery боксах, в которых может упасть Time Warden, который на момент снятия ролика уже подорожал в несколько раз. Поэтому не забываем вводить код, сам лично ввожу, потому что халявку любим мы все. Код оставлю в закрепленном комментарии. После покупки заходим в раздел, в свою коллекцию, и тут жмем Item to Sales и переводим часики в Moved in the Game. Все, теперь они у нас в игре. Далее заходим в данж. Жмем инвентарь, далее коллекции, и тут слева часы. Выбираем свои Hourglass минутами и бежим бить мобов и лутать токены. Это был первый и самый быстрый и легкий способ. Теперь перейдем ко второму, без которого, увы, никак. В будущем, когда закончатся минуты в часиках, их придется заряжать. Об этом уже расскажу во втором способе. Второй способ, где мы сами крафтим Hourglass и также заряжаем их. Итак, у нас есть своя метавселенная. В нее можно войти, используя этот навык. Жмем кнопку входа в инвентарь, по дефолту кнопка И латинская, далее Skill Trees, и далее уже жмем Passive 3, и тут у нас персонал Metaverse Skill. При обучении игра вас попросит войти в него, это как задание. Когда активировали навык, перетаскиваем его на панель свою. Также заходим в инвентарь, далее тут Abilities и перетаскиваем на панель. Теперь используем навык и летим к себе в метавселенную. Вот моя метавселенная. У меня тут крафтятся всякие разные часики для фарма токенов. И тут уже остановимся подробнее. Итак, для того, чтобы начать лутать токены, вам понадобится первое — это Space, и второе — это Time Warden. Каждый Space имеет разную рарность, от рарного синего до уника. Но для того, чтобы уже сейчас начать лутать токены, вам достаточно будет даже рарного маленького спейса. В свою очередь, Time Warden имеет рарность от Common и также до уника. Тут видите, у меня есть 3 спейса и 3 Time Warden. Самый дешевый способ сейчас это взять в аренду на месяц из OpenLoot. И Space, и также Time Warden. Далее переходим в OpenLoot, выставляем фильтры Big Time, Space и ставим от дешевого до дорогого. И тут уже видим цены. За рарный маленький $10 в месяц. Поверьте мне, это супер дешевая цена. Так вот, есть и легендарный, также за $10. В общем, выбираем самый дешевый и по рарности более редкий спейс. Вот, к примеру, легендарный. И еще смотрите, тут у легендарного также, как и у рарного, 3 выхода. Если рарный стоит так же, как и легендарный, то, естественно, мы выбираем Лего. В ней в далеком будущем мы сможем также крафтить легендарные часики и еще больше лутать токенов. И еще для тех, кто хочет взять себе побольше спейсов и таймварденов, то смотрите на выходы, они бывают у нас разные, чтобы у вас не было лабиринтов и чтобы вы не блокировали свои двери. То есть двери смотрят в разные стороны, как на картинке показано. Итак, спейс мы взяли в аренду, теперь берем таймварден. Для начала вам придется взять коммонный, ибо без коммонного, увы, тут нечего делать. Тут такая система, чтобы крафтить анкомонку, нужно 3 коммонки. Чтобы скрафтить рарку, вам, естественно, нужно 3 анкомонки. И так далее. Поэтому также выставляем фильтры, выбираем Big Time, Workshop и в поиске пишем слово Time. И тут уже видим цены с каждым днем растут и растут. И на коммонный в первый день была цена $10, но сейчас, увы, уже 40. Также берем в аренду, также не забываем использовать Creator код и жмем Apply. Итак, мы взяли в аренду Space и Time Warden. Они автоматически у нас уже в игре. И у нас теперь есть все, чтобы лутать токены. Возвращаемся в свой Metaverse. Возвращаемся в
подходим к этой двери. Для начала ставим Space, а в Space уже можем вставлять Time Warden. Далее бежим в свой Time Warden и жмем на E. И жмем крафт коммонных часов. Смотрите, для крафта вам понадобятся тайм кристаллы. Их можно залутать в игре, просто играя и убивая мобов. Или же купить на сайте. Совет такой, если вы хотите сейчас, то лучше купить на $5 500 кристаллов на сайте и начать уже крафтить сейчас. Купить их можно тут. Когда у вас появилось 150 кристаллов, мы можем скрафтить свои первые часики. И также, используя чипы, можем заролить крутые бафы. Чипы эти также падают с данжей, просто бьем мобов и лутаем эти чипы. Ролим бафы, жмем готово, и вот наши первые часики уже начались крафтиться. Итак, теперь перейдем к зарядке часов. После того, как вы поиграли и ваши часы разрядились, в них будет 0 минут. Поэтому нам придется их зарядить. Увы, в одном таймвардене только один крафт или же один речардж. Поэтому у меня их несколько. Бегу к другой двери, туда же вставляю другой таймварден и начинаю речарджить. И тут у нас уже есть на выбор 3 речарджа. Советую для начала выбрать на 12 часов, которые будет давать вам 120 минут зарядки, чтобы быстрее начать уже лутать токены. Также это все за кристаллы. И также можно ролить бафы разные за те же чипы. В общем, круто то, что кто больше играет, имеет больше чипов и, соответственно, более крутые бафы может заролить. А тут они очень крутые и очень помогают. Жмем Continuum, и часы поставлены на зарядку. А для тех, кто не хочет ждать, можно сразу забрать часы, заплатив немного кристаллов. Жмем и летим лутать токены. Как-то так, это был краткий обзор двух способов, как начать уже лутать токены сейчас. И, кстати, токены уже залистились в OKX. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал. И самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой. И всем пока-пока.